Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист и натуралист еврейского происхождения, один из главных представителей философии нового времени. Если хочешь, чтобы женщина продолжала любить тебя, старайся внушить ей мысль, что в восторге от ее красоты. Все прекрасное так же трудно, как и редко. Дьявол безнаказанно обманывает людей, но не терпит, чтобы эти люди, несчастным образом обманутые и совращенные им, остались безнаказанными. Свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти, и мудрость его состоит в размышлении о жизни, а не о смерти. Если кто-либо знает, какое решение он должен принять, чтобы произвести нечто хорошее или помешать чему-то дурному, но не делает этого, это называется малодушием. Ревность есть забота о том, чтобы наслаждаться достигнутым и удержать его. Природа и боги сумасбродствуют не менее людей. Крайняя гордость или крайнее унижение есть крайнее незнание самого себя. Мысль есть суть материи. В желании выражается сущность человека. Страх возникает вследствие бессилия духа. Свобода есть познанная необходимость. Истина – пробный камень самой себе и лжи. Наш разум был бы менее совершенен, если бы душа оставалась одинокой и не познавала ничего, кроме самой себя. Поэтому для человека нет ничего полезнее человека. Блаженство – не награда за добродетель, но сама добродетель. Все вещи происходят из необходимости, в природе нет ни добра, ни зла. Честолюбие есть чрезмерное желание славы. Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным. Природа не предполагает для себя никаких целей. Все конечные причины составляют только человеческие вымыслы. Достоверность не находится в вещах. В ярком оперении всегда нуждается серость. Всякая любовь, имеющая причиной не свободу духа, а что-либо иное, легко переходит в ненависть. Счастье – не награда за добродетель, а сама добродетель. Не потому мы наслаждаемся счастьем, что обуздали свои страсти, а наоборот, наслаждение счастьем делает нас способными обуздать их.
Опыт слишком часто поучает нас, что люди ни над чем так мало не властны, как над языком своим. Вещь не перестает быть истинной от того, что она не признана многими. Стыд есть известная печаль, возникающая в человеке, когда он видит, что его поступки презираются другими. Свобода есть осознанная необходимость. Природа не молчит. Простой цветок из моего сада подсказал мне истину. «Постигни, человек, — сказал он мне, — мое рождение, и мой расти ты уразумеешь тайну жизни». Чем человек разумнее, тем у него более развито чувство ответственности за свои поступки, тем он воспитаннее и добрее. Когда остаешься один, нужно точно знать, с кем ты остаешься. Понимание – начало согласия. Никто так не падок на лесть, как тот честолюбец, который хотел быть первым, но не смог им стать. Никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные. Не торопись осуждать, торопись понять. Не торопись осуждать, торопись понять. Зависть есть ненависть, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует неудовольствие при виде чужого счастья и наоборот находит удовольствие в чужом несчастье. Всякое определение есть ограничение. Человеку, который стыдится, присуще желание жить честно. Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным. Души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием. Быть самими собой и становиться такими, какими мы можем стать, вот единственная цель жизни. Ни знание, ни довод, невежество, ни аргумент. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Люди считают, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям, а будучи принуждены жить по предписанию закона, они думают, что поступают со своим правом. Никто так не падок на лесть, как тот честолюбец, который хотел быть первым, но не смог им стать. Бенедикт Спиноза. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат
вам больше всего понравилось. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.